Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что у нас происходило, что происходит, чего ожидать и какие сценарии возможны на предстоящей неделе. Ну вот заголовки пестрят такими страшными объявлениями, что канадская нефть упадет до $5 за баррель. Вот на фоне таких леденящих душу новостей Центробанк Канады снижает на 0,5% ставку. Но с учетом того, что происходит с ценами на нефть, очень сильно начало падать число активных буровых установок, которые Бейкер Хьюгс публикует. То есть, здесь отчасти, видимо, и была цель положить сланец американский. Вот активно они закрывают свои эти самые вышки буровые. Но здесь особых иллюзий быть не должно, потому что особенность добычи сланцевой нефти и газа заключается в том, что очень быстро эта процедура восстанавливается. Так, данные по SOT SFTC, позиции американских трейдеров. По фунту лонги уменьшили, по алюминию наоборот лонги увеличили, то есть сейчас получается вроде бы ставку на алюминий делают. По меди немножко шорты снизили, там с минус 40 до 26. Так, но кукуруза не интересует. Так, по нефти немножко снизилась до 436. Обращаю внимание, что здесь вот на сайте ошибка. Тут на самом деле 440 должно быть. Я эти значения наизусть все помню. То есть 440 на прошлой неделе упала до 436. Ну тут плюс-минус фактически по нефти, как это ни парадоксально, лонги у трейдеров американских, в пределах там 440-436 плюс-минус вот копейки. То есть получается, никто по нефти ставку не срезает, держит лонги по нефти. По золоту небольшое снижение лонгов, но было 300, стало там 290. Как бы указывает то, что скорее всего по золоту мы будем, по крайней мере в начале недели, наблюдать либо боковик, либо какое-то не очень большое снижение. Так, по NASDAQ нарастили лонги, по природному газу шорты сократили. По природному газу значительное сокращение шортовых позиций по данным SOT SFTC, позиции американских трейдеров. Так, по S&P нарастили лонги. Были шортовые позиции, стали в районе 13 тысяч. То есть получается, как бы в американский рынок верят, типа того. По серебру просадка лонгов с 45 до 34. Здесь, скорее всего, будет либо корректирующее движение, либо боковик. То есть корреляция достаточно высокая, как ведет себя актив по сравнению с вот этими данными. Так, но бобы нас не интересуют. Пшеница тоже не интересует. Но вот по канадскому доллару драматическое изменение. То есть его как бы шортят получается по-крупному. Так, вот швейцарский франк. Лонги увеличивают. На самом деле меня сам швейцарский франк не особо интересует, но он входит в состав индекса доллара, как себя ведет доллар против других валют. Так, по евро начали лонги набирать. Такой, кстати, есть фьючерс на МВБ, он не очень ликвидный, правда. Но как бы это говорит о том, что все-таки ФРС денежку-то печатает, раз уж против иены такое укрепление наблюдается. Так, опять здесь ошибка. На самом деле там 4000 было на прошлой неделе, а сейчас 5000. То есть, видите, позиции по рублю сильно срезали, лонги. То есть, американские трейдеры перестали верить в силу рубля. И в пределах 5-4 тысячи лонгов. То есть, как бы пока не отрицательные позиции, но лонговые позы значительно сократили. Но это, собственно говоря, было еще на прошлой неделе. То есть вот эти данные, они некорректны. Тут должно быть 4, по-моему, тысячи. Но вот 20-го произошел спад по сравнению с 13-м. Было 26 тысяч лонгов, стало 4, и сейчас, соответственно, чуть-чуть увеличили. То есть, получается, американские трейдеры сейчас не делают на новой неделе ставку на то, что кардинально рубль будет падать. И по евро произошел значительный рост лонговых позиций. То есть, видите, были шорты, минус 12 тысяч, сейчас стали лонги. То есть тут как бы ситуация такая, что, наверное, евро все-таки высока вероятность того, что мы увидим рост евро по отношению к доллару на этой неделе. Но надо понимать, что это равновесие, оно неустойчиво, и как только будет достигнуто
определенное максимальное значение, высока вероятность того, что будет разворот в паре евро-доллар и евро начнет падать. Мы с вами детально по евро-доллару будем смотреть график, как и что происходит и какие там могут быть цели. Так, друзья, ну вот возвращаясь к данным по активным буровым от Baker Hughes, на что хотел обратить внимание. Вот такой вот у них график. Видите, как с января 2019 пошло снижение. Сейчас в январе 20, декабре 19 было плата. И сейчас началось вообще обвальное снижение. Что здесь примечательно? Но до 13 марта, в общем-то, здесь было приблизительно одинаковое количество плата. Дальше 20 марта начался спад. Сразу на 20 штук уменьшилось. И на текущий момент, на 27 марта, на 40 упало. То есть идет очень активное закрытие вот этих самых вышек нефтяных. Вот. Но тут, понятное дело, то есть цены на нефть низкие, которые установились, они очень активно выжимают с рынка тех нефтедобытчиков, у которых высокая себестоимость и высокая кредитная нагрузка. Ну и, в общем-то, возвращаясь к ценам на нефть, что это там ночной кошмар для добытчиков нефти, что цены упали до $5. Но здесь понимаете, какой есть момент. Вот эта статья, она касается канадской нефти. Канадская нефть обладает рядом особенностей. Это тяжелая нефть, сернистая нефть. И, в общем-то, на эту нефть есть достаточно специфический спрос. Ну и вся эта ситуация в Канаде и во всем мире, она связана с так называемой нефтяной войной. Хотя, на мой взгляд, здесь недели, месяцем раньше или позже, тут глобально на чашу весов поставлено то, что проседает спрос на нефть, и все друг другу вцепились в глотки. Ну, не было бы этого инцидента с аудитами, было бы чуть позже что-то. Но на самом деле тут много идет споров относительно того, то есть кому хуже вот эта война сделает. То есть, наверное, исходя из моих допущений и моих расчетов, то есть первый, скорее всего, жертва в этой войне пойдет в Саудовская Аравия. Мы посмотрим, почему это будет и как это будет. Но я думаю, что цены на нефть из-за падающего спроса, скорее всего, не вернутся в ближайшее время. Ну, по крайней мере, вероятность, конечно, такая есть, но она очень небольшая. Поскольку мы еще не прошли дно кризиса и не восстановился спрос на нефть, то может быть, конечно, краткосрочный задерг цен на нефть. Но я думаю, это будет всего лишь пик и продлится недолго, если вообще будет. Скорее всего, сейчас пока мы увидим либо торговлю на текущих значениях по нефти, либо ее дальнейшее проседание. Но здесь фундаментальные факторы, то есть если спрос падает и не возрастает, то добыча она приблизительно такая же, не снижается пропорционально, то, скорее всего, вероятность очень высока, что мы будем видеть какое-то время до восстановления, приведения в соответствии спроса и предложения низкие цены на нефть. Я думаю, здесь первой жертвой этой войны пойдет Саудовская Аравия. То есть можете, если не согласны, пишите под видео. Я вот уверен, что, скорее всего, то есть саудиты, они первые начнут сильно страдать. Будут страдать все, и особенно Россия, но вот именно какой-то краш, он, скорее всего, у саудитов произойдет. Ну и предполагается, что текущая ситуация с нефтью, она, в общем-то, будет очень позитивной для компании альтернативной энергетики. Здесь, с одной стороны, как бы есть два довода, которые противоречат друг другу, что если нефть дешевая, зачем ее развивать? С другой стороны, развивать ее смысл имеет, потому что выход из любого кризиса, он требует переоснащения и значительных капитальных вложений. В данном случае как раз вот те капитальные вложения, которые здесь будут крайне необходимы и которые перезапустят экономику, это, я думаю, как раз будет являться то, что связано с зелеными технологиями, то есть строительство солнечных батарей, электростанций, ветряков и также устройств, которые будут позволять аккумулировать и транспортировать выработанную энергию. На фоне этого здесь создалась достаточно негативная ситуация для производителей топлива, бензина, дизеля, авиакеросина. То есть из-за того, что низкие цены на нефть, у них упала маржа. То есть они работают сейчас в убыток. И продолжение такой ситуации, она, в общем-то, может вызвать коллапс, в том числе и
других составляющих американской экономики, банков и так далее. То, что завязано вот в этой цепочке по производству и переработке нефти. Поэтому, скорее всего, сейчас будут предприниматься какие-то действия для приведения в соответствие производства нефти и спроса на нефть в мире. Иначе как бы на текущий момент может произойти, вот прогнозируют еще падение на 20% цен на нефть. На самом деле, я думаю, высока вероятность того, что ниже 18,5-15 долларов за баррель его не пустят. Потому что если цена снизится ниже этого значения, то уже в нефтяной отрасли мировой во многих странах произойдет самая настоящая катастрофа. То есть сейчас как бы то, что вот наблюдаем, это пока цветочки. Вот если реально будет 14-18,5 и ниже, то это начнутся массовые банкротства нефтяных и перерабатывающих компаний, и это приведет вообще к складыванию всей мировой экономики, уже молниеносному, потому что слишком большое количество финансовых учреждений, других составляющих промышленности, они завязаны на производителей нефти и нефтехимию. Но для того, чтобы привести спрос с производством в соответствие, вот начинаются всякие такие штуки хитрые, когда вводятся санкции на иранские, иракские компании. Ну и цель этого будет, чтобы они перестали добывать нефть, подавить их активность и таким образом из-за сокращения добычи нефти привести в соответствие кривые спроса и предложения, чтобы не было перепроизводства нефти. Поэтому как бы американцы, они сейчас, я думаю, очень бурную активность разовьют на Ближнем Востоке. Саудитов как бы они особо трогать не могут, потому что саудиты это скрепа и стержень образования нефтедоллара, на котором весь мир сидит. И поэтому сейчас они будут дербанить вот другие ближневосточные страны. Но с Россией, я думаю, скорее всего здесь какие-то договоренности будут достигнуты, чтобы Россию особенно не выдавливать, потому что там как бы уже ситуация, она близка к критической, а в том, чтобы критическая ситуация была в России, Соединенные Штаты в меньшей степени всех заинтересованы. Ну и вот еще одно решение, какое может быть предпринято, это введение пошлин на ввозимую в США нефть. Но на самом деле это вообще просто трэшевый вариант, потому что мы уже видели, к чему торговые войны они приводят. То есть здесь наиболее рациональный, конечно, был бы путь, чтобы все производители нефти мировые, они пропорционально снизили добычу. Но поскольку как бы такого никто не сделает в силу блюдения личных интересов, и оно вполне естественно, то как бы здесь остается только два варианта. Либо резко перезапустить мировую экономику, чего пока не будет, либо кого-нибудь задавить там ближневосточных производителей. Ну и соответственно все в совокупности приводит к значительному падению экономической активности и уже пробили дно, которое было в кризисе 2008 года. То есть все показатели, связанные с различными индикаторами, индексами потребления, закупок и так далее, все указывает на то, что мир погрузился в огромный кризис. И те, кто говорят, что вот сейчас дно покупать акции, с моей точки зрения, они заблуждаются. Потому что дно мы еще не видели, дно еще будет. И будут более низкие цены. То есть вот тот процесс, который начался, он будет протекать еще дальше в плане обвала рынков. Я думаю, сначала будет первое дно, потом будет отскок, и потом мы увидим второе дно, от которого опять же будет отскок. И вот потом уже наступит крах и все повалится. Это будет связано с соответствующими действиями финансовых властей, которые будут заливать деньгами все проблемы. Ну, на какое-то время это может быть и будет давать эффект, но это эффект будет краткосрочный. То есть потом все равно все будет валиться, потому что для того, чтобы произошла смена цикла развития, нужен, что называется, до основания снести, и на этом будет возводиться что-то новое, скорее всего, там новая энергетика, новая концепция, новая глобализация, новая экономика. То есть мы стоим сейчас на пороге революционных изменений в жизни, в мире и вообще, то есть в социальной сфере. Ну а пока все это происходит, сейчас вот ожидают, что цены на нефть уйдут все-таки ниже 20 долларов за баррель. А
Американцы крайне неохотно снижают добычу нефти. Это определенный существенный вклад вносит в то, что удерживается навес переизбытка нефти по сравнению с предложением. И поэтому сейчас создается такая ситуация, когда, в общем-то, оснований для роста спроса не так много. Ну, как бы, с одной стороны, экономика Китая, которую сейчас перезапустили, но она же должна производить товары для кого-то, а Штаты и Европа сейчас как раз только погрузились в кризис и в падение. И поэтому не совсем понятно, как экономика Китая наверстает возникший провал в потреблении нефти. Ну и текущая ситуация, она, скорее всего, будет чревата. Я так думаю, что начнут уходить слабые так называемые производители, у кого дорогостоящая, либо не очень хорошая нефть. Это в первую очередь Канада. Потом, наверное, попытается Ближний Восток, сейчас Штаты прокачать, чтобы там сократилась добыча и продажа иранской и иракской нефти. И если это не приведет к соответствующему воздействию на производство, на соотношение баланса спроса и предложения, то тогда уже, наверное, будут усиливаться негативные процессы в Америке из-за сланца и Саудовской Аравии. Ну и Россию это тоже заденет. Но я думаю, все-таки здесь слабое звено, вот по факту того, как решат вопрос с канадскими производителями, с ирано-иракскими производителями. Здесь, я думаю, все-таки в первую очередь, наверное, затронет Саудовскую Аравию, потом Россию и потом в последнюю очередь США. Потому что в США там очень все гибко, существует масса программ по поддержке, реструктуризации, развитый институт банкротств. И поэтому там, скажем так, вот этот весь негатив, который происходит в сланцевой отрасли, он в случае восстановления спроса, он может очень быстро отыграться назад. Вот, в то время как традиционные добытчики нефти, у них закрытие скважин, закрытие производства, оно несет в себе массу негативных последствий. Плюс сейчас в Саудовской Аравии на самом деле очень непростая ситуация. И я так думаю, вот то, что, скажем так, саудиты так очень резко рванули, оно не только связано с тем, что там кто-то кого-то задел или оскорбил, а с тем, что очень напряженная ситуация в Саудовской Аравии, и она попыталась первое начать действие и реализовать нефтяной блицкриг. Но эффективность этого блицкрига мы будем в ближайшее время наблюдать. Я думаю, не очень у них это получится. Конечно, для России это тоже очень сильный негатив. Я думаю, здесь сценарий будет следующий. Канада, Иран, Ирак, потом Саудовская Аравия, потом все это на Россию. В большей степени негатив может развиться и каким-то потрясением привести. И в последнюю очередь, наверное, все-таки на Соединенных Штатах это скажется. Но это вот мое субъективное мнение. Посмотрим, как будут развиваться события. Но вот здравомыслящие американские экономисты уже видят все основания, что никакая это не рецессия. Там кричат рецессия, рецессия, 2 квартала. Это уже полномасштабная Великая депрессия идет. Так что там пока будут кричать о том, что покажите 2-й квартал спада и началась депрессия, на самом деле то, что можно полноценно назвать Великой депрессией, оно вот уже началось и идет на всю катушку. Ну и вот в связи со всеми этими событиями, которые происходят, вроде как Роснефть вышла или выходит, посмотрим дальнейшее развитие из Венесуэлы, продает венесуэльские активы, но, насколько я понял, сделка очень хитрая, то есть они продают какой-то другой российской госструктуре. Вот, и поэтому, с одной стороны, с Роснефти должны в связи с этим, возможно, снять санкции американцы, но при этом глобально российское присутствие, насколько я понял, в Венесуэле оно не завершается. Если у вас есть иная информация, пишите в комментариях. Но что я тут думаю? Возможно, вот на этой новости мы увидим какой-то отскок по Роснефти. Но это будет при условии, если не с утра в понедельник не разовьется негативная динамика по ценам на нефть. Рынок здесь очень импульсивный, очень новостной. Говорить о том, что будет рост, я думаю, вообще не стоит. Но какой-то отскок по Роснефти вполне на этой новости можно будет наблюдать. Мы с вами еще отдельно посмотрим по акциям Роснефти, можно ли там
с увеличительным стеклом разглядеть возможность для отскока. Так, друзья, ну все это затянулось слишком сильно. Спасибо за внимание, всего наилучшего.